Борис Леонидович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое за то, что отозвались на наше приглашение. И первый вопрос я бы хотела задать такой. Атомный референдум в Казахстане прошел, но вопросы остались. Например, зачем нужен был референдум, если власти страны могли принять решение по строительству атомной электростанции и без такого дорогостоящего мероприятия? Как это сделал, например, Узбекистан. Тем более, что президент Касым-Жомарт Токаев привел доводы за строительство АЭС еще до референдума. Почему заявление президента о том, что атомную электростанцию в Казахстане будет строить международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, прозвучало в самый день голосования, а не за несколько дней хотя бы до. Здесь растерялись даже те, кто называл итоги референдума геополитическим выбором Казахстана. Как вы для себя отвечаете на эти вопросы? Давайте по порядку. Что касается организации референдума как такового, это, во-первых, суверенное решение Казахстана. Чисто психологически, мне кажется, что это, во-первых, достаточно сильны были антиядерные настроения в Казахстане, начиная с конца 80-х годов, и решение о закрытии Семипалатинского полигона, так же как решение о закрытии реактора БН-350, вот это было без всяких советов с народом, никаких референдумов по этому поводу не проводили, и у меня такое подозрение появилось, что вот это досрочное закрытие атомной электростанции, которая не только электроэнергией Казахстана обеспечивала, может быть, было несколько поспешным, так скажем, под давлением международных партнеров, под достаточно надуманными предлогами, и чтобы впредь не совершать таких ошибок, то есть вот сейчас никакое давление на Казахстан уже невозможно. Есть решение всенародное, поэтому кто бы сейчас не встал во главе Казахстана, он будет выполнять волю народа, это нормально. Что касается заявления господина президента по поводу консорциума, я не думаю, что кто-то забыл, кто вышел в финал предполагаемого тендера. 4 компании: французская EDF, Énergie de France, корейская Korea Hydro and Nuclear Power, российский Росатом и одна из атомных корпораций Китая, China National Nuclear Corporation. 4 компании. Достаточно посмотреть, каков опыт их совместной работы. Корейская компания ни с кем из остальных 3 участников не работала никогда. У французов, у EDF, есть опыт работы в Китае, но с другой корпорацией, China Guangdong Nuclear Corporation. Несколько разные корпорации. Тот, кто знает внутри китайские, так скажем, расклады политические, экономические, энергетические, тот понимает, что это действительно разные корпорации. А вот опыт сотрудничества Росатома и китайской национальной ядерной корпорации CNNP составляет 25 лет. Они работают вместе, начиная с 1999 года. Если первые 2 блока атомной электростанции Тяньвань и для российской, и для китайской корпорации были пробой пера, то на момент строительства 3-го и 4-го блока мы уже видели, на какой уровень они вышли. Была аккуратно разделена работа между собой. Росатом отвечал за ядерный остров. Все, что касалось выработки электроэнергии, вывода мощности, соединений с сетями и так далее, взяла на себя китайская корпорация. Результат известен. Вместо 60 контрактных месяцев в обоих случаях 56, без превышения сметы. На мой взгляд, намек господина Токаева на то, как может выглядеть консорциум, более чем прозрачен. Есть 4 компании, 2 совершенно новые, не сотрудничающие друг с другом. Есть 2 вот с таким 25-летним стажем, вот с такими результатами. Мне кажется, что это оптимальный подбор, особенно с учетом того, что сейчас происходило при строительстве атомной электростанции Аккую. Государственный регулятор Турции часть оборудования посчитал необходимым заказывать у компании Siemens. Компания Siemens, не объясняя причин, в одностороннем порядке
отказалась выполнять договорные обязательства, и тогда для того, чтобы проект и дальше шел в нормальном режиме, после поиска поставщиков все равно обратились к китайским специалистам. То качество, которое китайские энергомашиностроители предложили, удовлетворило не только Росатом, но и надзорные органы Турции. То есть вместо того, чтобы терять время вот на такие переговоры, совершенно непонятно для чего необходимые, консорциум, работающий сразу, компании, хорошо друг друга знающие, понимающие возможности друг друга, наверное, это оптимальный вариант. США изъявили желание также строить атомную электростанцию в Казахстане. Это было достаточно неожиданно, хотя бы потому, что до референдума Штаты бросили все свои ресурсы в Казахстане для того, чтобы отговорить казахстанцев голосовать «за». Что это может означать, по вашему мнению? Старший вице-президент торговой палаты США Хуш Чокси сделал такое заявление. Процитирую: США обладают лучшими технологиями, когда речь идет об АЭС. Речь идет с его стороны о компании Westinghouse, которая в этом веке на мировом рынке реакторостроения замечена не была. Вот так, на мой взгляд, достаточно коротко можно сказать. Напомню, что в 2016 году компания Westinghouse прошла через добровольное банкротство, новые владельцы. Новых проектов не затевали нигде. То, что удалось осуществить в Китае, блоки АП-1000, которые тоже относятся к поколению 3+, никто не скрывает, что то, что удалось достроить, это за счет усилий китайских машиностроителей. Один момент. Второй момент. Мне кажется, что не стоит забывать о том, что в соответствии с действующим законодательством Соединенных Штатов Америки облученное ядерное топливо отнесено к радиоактивным отходам, а это значит, что компания Westinghouse не имеет права заниматься их переработкой. В том случае, если идет подписание контракта с компанией Westinghouse, все, что касается облученного ядерного топлива, будет проблемой Казахстана. Поскольку своих технологий у Казахстана нет, это означает необходимость поиска геологического захоронения, куда предстоит помещать облученное ядерное топливо сроком на 300 тысяч лет, поскольку вот таков период полураспада наиболее активных веществ, остающихся в облученном ядерном топливе. Если Казахстан считает, что это для него подходит, суверенное право, конечно. Что касается самой идеи о том, что строительство будет доверено консорциуму, есть такая известная японская пословица: корабль с 7 капитанами идет на дно. Русская: у 7 нянек дитя без глаза. Что это будет? Насколько это будет безопасная, слаженная работа, и что мы получим по итогу? У Казахстана еще достаточно много времени для того, чтобы съездить в гости в Китай и посмотреть на те результаты, которые получены на строительстве атомной электростанции Тяньвань. Насколько безопасны 4 реактора, которые там уже работают, насколько безопасны новые реакторы, которые там сейчас строятся. Сотрудничество продолжается, строятся 7-й и 8-й блоки атомной электростанции Тяньвань. Я думаю, что это наиболее правильный подход — съездить и посмотреть. Приблизительно так же вели себя белорусские атомщики перед тем, как принимать решение о том, какой проект предстоит строить в Беларуси. Они аккуратно объездили все строительные площадки всех компаний-вендоров, которые на тот момент работали. Они посмотрели, как работают французы, что происходит у американцев в Китае, и остановили выбор на Росатоме. Это совершенно осознанный, с учетом технологий, с учетом уровня безопасности, без всякой спешки. Вот этот вояж специалистов с Института физики Сосна продолжался больше 2 лет. Они никуда не торопились. Правильно мы понимаем, что если всю работу по установке ядерных реакторов берет на себя Росатом, как это было в случае со строительством АЭС в Китае, а электросети на себя берет обеспечение коммуникации китайская сторона, то это тоже консорциум? Можно назвать это консорциумом, конечно. 2 компании, каждая занимается своей работой для того, чтобы дать единый результат. Противники строительства атомной электростанции в Казахстане заявляли, что АЭС – это дорого, долго и небезопасно.
Но многие также не доверяют компетентности правительства, делая такие заявления. Я приведу сейчас общее такое мнение. Если с часовыми поясами возникло так много проблем, то что же будет, если вопрос касается атомной энергии? Я позволю себе напомнить, что работа с вхождением для Казахстана, правда, повторным вхождением в мировой атомный энергетический клуб начинается с согласования законов на соответствие требованиям МАГАТЭ по соблюдению всех положений договора о нераспространении ядерного оружия. В том числе предстоит вводить новые законы, касающиеся темпов строительства и так далее, и так далее. То есть это не будет нечто навязанное России, навязанное Китаем, это будет то, что соответствует всем международным правилам. Так что здесь я как-то причин для опасений особо не вижу. Сроки строительства, темпы строительства во многом зависят еще и от Казахстана. Напомню, что в той же Беларуси Росатомом было аттестовано 8 предприятий, работающих теперь на атомную энергетику. Это повышает уровень локализации, это дает возможность поднимать машиностроение на тот уровень, который соответствует требованиям атомной энергетики. Это немножко выше, чем любые другие отрасли энергетики. Для любой республики, для любого государства это только полезно. Так что найти здесь какие-то вредные моменты достаточно тяжело. Что касается правил МАГАТЭ, то государственный регулирующий орган – это независимый орган. Он не зависит от правительства, в нем должны работать специалисты. И это еще одно из тех требований, которые Казахстану предстоит в любом случае выполнять, с кем бы вы ни работали. Это и создание квалифицированного государственного надзорного органа, это и соответствие тем требованиям, что он не должен зависеть от решения правительства. Казахстан имеет и негативный опыт работы с атомной энергией. Это и Семипалатинский полигон, это и МАЭК. Мы же помним, что правительство тогда подчинилось геополитическому давлению, и Мангыстауская область осталась не только без атомной энергии, но и без опреснителя воды. Что касается Семипалатинского полигона, это то, что в СНГ называют ядерным наследием, то, что необходимо в любом случае приводить в порядок. За окружающую среду надо все-таки ответственность нести, работать. Решением СНГ занимается этой работой Росатом. Причина тоже понятна, что касается ядерного оружия, оно осталось в распоряжении России, соответственно, вот такое решение принято. По странам Центральной Азии Росатом уже работает, есть готовый опыт того, что смогли сделать в Табашере, опять же в соответствии со всеми требованиями, под жестким контролем со стороны правительства, идут работы в Киргизии, так что я думаю, что и с проблемой Семипалатинска можно справиться. Это не будет быстро, сложная работа, но тем не менее выполнить ее вполне допустимо. Что касается досрочного закрытия реактора БН-350, на мой взгляд, это решение было принято правительством Казахстана. Насколько оно оказалось выгодным Казахстану, мне сказать очень сложно, потому что мы видим, что, к сожалению, происходит в МАЭК, когда ремонтные, аварийные ситуации приводят к тому, что весь регион остается без электроэнергии. Это несет, по-моему, весьма значительные убытки с учетом того, что пришлось приостановить работу и на нефтедобывающих компаниях. На месторождениях тоже электроэнергия нужна. Может быть, это одна из тех причин, почему мы слышим слова министра энергетики Казахстана о том, что Казахстану одной атомной электростанции будет просто мало. Если смотреть за прогнозами Министерства энергетики, то к 2030 году дефицит по мощностям будет достигать 3 гигаватт. То есть атомная электростанция, собственно говоря, вот та первая, о которой идет речь, она уже, можно считать, внутри объединенной энергосистемы Казахстана свое место займет совершенно прочно. С учетом необходимости вывода из эксплуатации угольных электростанций, возраст известен, ремонтировать бесконечно их невозможно. Напомню, что в отличие от угольных электростанций, срок эксплуатации атомных 60 плюс 20 лет, 80 лет – это надежная гарантированная генерация, не зависящая ни от погоды, ни от
времени года, ни от каких-то любых других условий. Мне кажется, с учетом того, что тут еще нет и углеродного следа, и то, что затраты на первом этапе, да, высоки, но за время эксплуатации они окупаются неоднократно и предоставляют самую дешевую по стоимости генерации, ну, это просто мировой опыт. Для всех недоверяющих предлагаю тур по всем странам, где работают атомные электростанции, пусть посмотрят, что это дает. А мы, кстати, не раз слышали мнение от экспертов в области электроэнергетики о том, что можно покрыть дефицит электроэнергии в Казахстане уже в ближайшие годы за счет имеющихся проектов строительства ветровых, солнечных, угольных и гидроэлектростанций. Ну, мне сложно сказать, насколько полно использован гидропотенциал Казахстана. Мне кажется, что здесь нужно какое-то комплексное обследование. Те технологии, которые имелись в советские времена, это одно. Сейчас есть возможность строить малые ГЭС меньшей мощности на менее крупных реках. Мне кажется, вот здесь такое комплексное обследование всего Казахстана нужно. Что касается ветровых, солнечных, это климатически зависимая генерация, требует дублирования традиционной энергетикой. В результате получается достаточно дорого. Опять же, стоит посмотреть, каких результатов достигли в Евросоюзе, во что там превратились тарифы на электроэнергию. Стабилизировать вот такую меняющуюся, недиспетчеризуемую работу можно либо за счет строительства гидроаккумулирующих электростанций, это суточная регуляция, либо за счет кратного уплотнения плотности электросетей. То есть, грубо говоря, если на юге Казахстана есть солнце, а в это время нет ветра на севере, значит, электроэнергию надо иметь возможность перебросить. Какими будут инвестиции в этом случае, сколько их потребуется, сколько времени на них нужно? Конечно, можно проводить отдельное исследование, если настолько большая ставка на ВИЭ делается, но это такая большая серьезная работа. Говорить о том, что однозначно солнечная ветровая генерация может заменить атомную электростанцию, можно только в том случае, если действительно сделан вот такой проект. Сколько необходимо электростанций, где их размещать, как их соединять между собой сетями, какие сети потребуются для конечных потребителей. Большая, серьезная работа, если Казахстан примет решение, что она ему необходима, но посмотрим, какими будут результаты, сколько времени уйдет на такое исследование. Борис Леонидович, вы очень охотно отвечаете на технические вопросы и очень аккуратно обходите политические моменты. Но смотрите, если все-таки брать во главу угла вопрос безопасности строительства АЭС, да, мы боимся из-за Балхаш, мы имеем какой-то прошлый опыт работы с атомом, мы Казахстан, то если брать всех потенциальных участников строительства АЭС в Казахстане, то давайте сделаем какой-то сравнительный анализ. Для нас очень важна переработка отходов после использования ядерного топлива на атомной электростанции. Соответственно, нам нужна своя инфраструктура, нам нужны новые рабочие места, нам нужно, чтобы АЭС, которая будет создаваться, а это, возможно, не одна атомная электростанция, а 2 или 3, в зависимости от нашей потребности в электроэнергии. Мы же помним, что в последние годы достаточно значительные объемы электроэнергии мы получаем в качестве импорта сюда, в Казахстан. Поэтому вопросы безопасности, вопросы гармоничного вписывания в инфраструктуру Казахстана. Что, по вашему мнению, какая из компаний, какое из государств имеет явные преимущества по этим вопросам? Ну, давайте начнем все-таки с облученного топлива. Вот его из активной зоны извлекли, в бассейне выдержки он свои 5 лет отлежал. Дальше нужно либо перерабатывать, либо захоранивать. Стран, обладающих на день сегодняшней технологиями переработки облученного ядерного топлива, на планете 2. Франция и Россия. При этом в России не будут перерабатывать французское облученное ядерное топливо, во Франции не будут перерабатывать российское ядерное топливо. У Китая таких технологий нет, в Корее таких технологий нет.
То есть, если говорить о полном цикле жизни атомной электростанции, выбирать, разумеется, Казахстану, но либо Франция, либо, соответственно, Россия. Правильно я понимаю, что Соединенные Штаты мы сейчас вообще в расчет не берем, потому что у Америки нет опыта строительства атомных электростанций вообще где-либо. Мы сейчас говорим о конечном цикле жизни атомной электростанции. С 1977 года в Соединенных Штатах действует закон, который объявил облученное топливо высокоактивными отходами. Они переработке просто не подлежат, соответственно, никаких технологий они не предложат. Вестингаус не имеет на это права. Ему придется для этого нарушать собственный закон, но кто же на такое пойдет. Это если говорить о безопасности. Если говорить о французских технологиях, то предложенный проект реактора ЭПР-1200 в референтного блока не имеет нигде. То есть это проект, который существует только на бумаге? Да, он получил лицензию на технологию от государственного регулятора Франции, но не более того. Лицензирование обычно идет в два этапа. Первое – лицензирование самой технологии, второе – это лицензирование уже технологии с привязкой к месту, где предстоит строить. То есть государственный регулятор должен проверить не только саму технологию, но и геологические условия на месте строительства, климатические условия, там много что учитывается. Вот первый этап пройден. Реакторы пока нигде даже не начинали строить. Идти ли на такой эксперимент, разумеется, решать самому Казахстану. Тут я ничего советовать не могу. Но просто напомню, что, допустим, американские технологии реактора АП-1000 не использовался нигде дома. Первое строительство началось сразу в Китае, сразу 4 блоков. И в результате вместо 5 лет строительства получили 9 и превышение над первоначальной сметной стоимостью в 2 раза. Про французов, про ЭДФ, про то, как у них шло строительство реакторов ЭПР-1600 в Китае, у себя дома, в Финляндии, я думаю, тут рассказывать не надо. Это 3-4 пятилетки, 3-4 сметы. Решение принимать Казахстану. Тут спорить не приходится. В том случае, если идет работа с Росатомом, то Росатом всегда забирает на переработку свое облученное ядерное топливо. Это обычно в комплекте с договором идет. Возврату подлежат только высокоактивные отходы. Если первоначальная загрузка реактора это 130 тонн топлива, то вот эти высокоактивные отходы это порядка 1%. То есть, если говорить о необходимости строить геологическое хранилище, то одно дело хранить 150 тонн, а другое дело 1,5 тонны. Тем более, что сейчас в России достаточно активно идут работы по полному замыканию ядерного топливного цикла. Не исключено, что в ближайшее время строительство атомной электростанции в Казахстане не начинается прямо сегодня. В России идут работы в Томской области, реактор на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, и сейчас состоялась полная загрузка реактора БН-800 на Белоярской атомной электростанции, и там сейчас 6 сборок вот с теми самыми минорными актинидами, радиоактивным ядом, так скажем. Если все пройдет так, как рассчитано, в этом случае срок хранения будет не 300 тысяч лет, а просто 300 лет. Это, мягко будет сказано, инженерам как-то понятнее построить объект, который будет безопасно функционировать 300 лет, это одно, а искать где-то геологическое захоронение на 300 тысяч лет, это совсем другое. На день сегодняшний только в одной стране успешно найдено вот такое место, где захоронение возможно, это Финляндия, это гранитные грунты. Я не знаю, может ли похвастаться Казахстан такими вариантами. В России такие исследования начались в Сибири, в Канском горном массиве. На глубине 500 метров будет обустраиваться подземная лаборатория, которая предстоит там еще лет 10 внимательно исследовать. Можно ли вот так рисковать? Не будут ли подвижки литосферных плит или еще какие-то ужасы? Потому что 300 лет – это такой же геологический период. Вот такое размышление по поводу безопасности. И что касается того проекта, который предлагает китайская корпорация, я бы просто обратил внимание, что
в проекте реактора Дракон-1, он же Хуалонг-1, он же HPR-1000, ловушки расплава нет.